29 марта по народному календарю Тележный день, Савин день, День Трофима. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают мучеников Трофима и Савина Египетского. Поскольку 29 марта у крестьян на Руси была традиция объезжать свое селение на телеге, чтобы привлечь к себе удачу, этот день по народному календарю и стали называть Тележным. Чаще всего к Савиному дню снег полностью сходил с дорог, поэтому санный путь уже был недоступен. Крестьяне убирали сани, подготавливали к теплому сезону телеги, смотрели, все ли в ней в порядке, при необходимости ремонтировали, смазывали. Кстати, тот, кто на Трофима в сани сядет, у того черная полоса в жизни начнется. Так как погода еще не позволяла работать в поле, проводили время в заготовке запасных колес, чтобы не отвлекаться на это дело в горячую весенне-летнюю пору. Кстати, если мужик запрягал лошадь, не проверив предварительно телегу, то слыл в деревне непутевым. В тележный день по скрипу колес предсказывали будущее. Мужик садился в телегу, прислушивался, какое колесо скрипит. Если переднее левое, кто-то в семье заболеет. Переднее правое разбогатеет, заднее левое окажется в должниках, заднее правое ожидается прибыли. В день Трофима женщины пересматривали гардероб, меняя всей семье его на более легкий, но при этом далеко не пряча тулуп, ведь весна может поманить теплом, а потом снова припугнуть морозом, снегом. 29 марта проводили обряды на предстоящий урожай. Поутру раскидывали по огородам и полям навоз, веря, что это поможет улучшить плодородность земли. При этом читали «Отче наш», молились Богоматери. Было в народе поверье, что в день Трофима, после захода солнца, лучше не есть хлеб, иначе станешь бедным. Поэтому на ужин подавали картофельные блюда, ведь картошка– второй хлеб. Нельзя давать в долг деньги. Приметы предупреждают. Во-первых, не вернут. Во-вторых, сам станешь должником. В Савин день старались решить все спорные вопросы миром, так как ссоры и скандалы могут перерасти в большие беды, участятся пожары, наводнения или начнется засуха. Если человек на Трофима что-то украл, тут же его настигнет кара. Люди верили, что как только он глаза к небу поднимет, так они и вытекут. Поэтому воры ходили с опущенными в землю глазами, тем самым привлекая к себе внимание окружающих, что тоже было чревато печальными последствиями. В Савин день читали разные заговоры, проводили обряды, ритуалы на скотину, чтобы она была здоровая, крепкая, чтобы ее никто не сглазил, не навел порчу. Что нельзя делать в Савин день? У наших предков была примета, что нельзя делать 29 марта девушке предложение руки и сердца. В народе считали, что девушка, принявшая предложение в этот день, всю жизнь будет несчастна в браке, даже если супруг станет на руках ее носить и пылинки сдувать. Чтобы этого не случилось, прекрасный пол обычно в Савин день отказывает любимому, поэтому лучше это событие перенести на другое число. Нельзя поднимать тяжелые сумки, мешки. По приметам, весь следующий месяц пройдет в заботах и хлопотах. Ни в коем случае не следует кататься на санях. Можно проехать через полосу своего везения. Дела не будут спориться, задуманное не исполнится, начнутся проблемы в личной жизни, не исключены и финансовые потери. Нельзя после захода солнца есть хлеб. Тот, кто ослушается запрета, будет целый год нищенствовать. Нельзя одалживать деньги. Это примета к тому, что в ближайшем будущем придется самому просить взаймы. Нельзя разводить костер, он накличет большую беду. Нежелательно пересаживать цветы, они могут засохнуть или завянуть, а в таком состоянии растения будут пытаться подпитаться энергией живущих в доме, поэтому не стоит удивляться, если вдруг заболеет ребенок или кто-то из семьи преклонного возраста, а также начнут себя хуже чувствовать домашние животные. Нельзя делать переезды, поскольку Савин день неблагоприятен для этого. Начнутся финансовые проблемы, трудности в карьере, неприятности, пошатнется здоровье. Поэтому желательно перенести переезд на другой день. Но если это невозможно, то нужно обязательно провести защитный ритуал. Встать утром, перекреститься, выпить 3 глотка святой воды, утереться полотенцем и им же перед началом переезда номинально вытереть пол около входной двери. 29 марта нельзя спорить, выяснять отношения. Агрессия, раздражительность может вернуться обидчику в стоикратном размере, притом самый тяжелый для него жизненный период, когда проблем и без того будет хватать.
И о приметах погоды на 29 марта. Если тепло, то по приметам в течение 10 дней будет стоять такая же погода. Воробьи в лужах прыгают, это к солнечным ясным дням. Люди, рожденные в этот день, всю жизнь на себе воз проблем и хлопот везут, и притом чаще чужих. А на этом у меня все на сегодня. Всем большое спасибо. Всем добра и благополучия. Интересуетесь народными приметами? Тогда оставайтесь. До новых встреч!